Всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот новый модуль позиционирования от компании SiWi на чипсете UM982 от компании Unicore. Я этот модуль упоминал еще в обзоре на вот такие модули F9P на чипсете F9P. И в рамках сборки нового дрона я решил поставить вот этот вот модуль для того, чтобы закрыть все потребности в позиционировании у данного дрона. И вот сейчас в этом обзоре подробно расскажу, что это за модуль, какие у него возможности и чем он отличается от вот этого модуля на базе чипсета F9P. Поставляется он вот в такой вот белой коробке, без полиграфии. Не знаю, может быть, в более новых версиях будет она. Ну, в общем-то, это ни на что не влияет. Итак, вскрываем коробочку и видим вот такую вот комплектацию. Модуль UM982 и две мобильных антенны. Ну, эти антенны вы уже должны помнить по обзору на модуль F9P. Этот вот. Они здесь абсолютно такие же от производителя Baytian BT560. У меня, кстати, к этим антеннам есть вопрос, позже вы поймете почему. Мы подробнее на этом остановимся. Так, и сам модуль UM982. Также здесь у нас есть необходимый набор проводов. Вот в такой вот коробочке. И также производитель здесь вот в комплекте кладет еще два провода. Это 6-пиновый провод для подключения через UART порт и I2C шины для внутреннего компаса. И практически такой же, но 10-контактный вот на другой стороне кабель, с помощью которого вы можете подключить его сразу в порт GPS полетного контроллера, ну, PixHawk совместимого. Итак, чем же он отличается? Сразу скажу, что комплектация у него одна, именно вот такая. У него нет, как в модуле F9P, комплектации с наземной антенной, потому что у него этого модуля немножечко другое предназначение. Вы сейчас поймете почему. В первую очередь у чипсета UM82 есть сразу два антенных входа, и это очень большое преимущество, потому что их удобно задействовать именно на дроне для того, чтобы обеспечить функцию виртуального компаса. Вы подключаете две комплектные антенны, разносите их на расстояние больше, чем длина волны, это где-то 30 и более сантиметров, длина волны навигационного сигнала. И так как данный модуль может очень точно там вплоть до пары сантиметров определять позиционирование, да, по разнице в двух точках при повороте дрона можно будет по координатам и разнице в координатах этих точек определять вектор направления. И для того, чтобы использовать этот функционал виртуального компаса с модулями F9P, требовалось два таких модуля, задействовать два порта в полетном контроллере, и, ну, это просто дороже и, так сказать, не особо целесообразно, но можно использовать на модулях F9P. А вот UM982 с одним таким модулем тот же самый функционал позволяет реализовать. Модуль также может работать в режиме RTK, для этого можно использовать наземку тоже F9P, он будет с ней прекрасно работать. Кроме того, важное отличие данного модуля UM982 от F9P, то что он может работать сразу во всех трех навигационных диапазонах. Не только L1 и L2, как этот модуль, но и еще в диапазоне L5. Это самый новый навигационный диапазон, у него самая низкая частота, там порядка 1150, там 1170 МГц. И вот, кстати, поэтому у меня и возник вопрос к тому, почему комплектуются все это теми же антеннами BT560, потому что вообще на сайте Baytian они официально поддерживают только L1 и L2. Но на некоторых сайтах я видел, что эти антенны совместимы также и с L5. На самом деле частоты L2 и L5 довольно близки, там разница порядка 50-70 МГц, поэтому я думаю, что эти антенны и в диапазоне L5 вполне могут работать. И это подтвердилось, я включал уже этот модуль, смотрел, что он там ловит, и спутники L5 он действительно с этими антеннами ловил, поэтому тут никаких вопросов нет. Ну, на самом деле преимущество данного модуля перед модулем F9P не ограничивается только возможностями чипсета, то есть то, что он может работать с двумя антеннами и сразу в трех диапазонах. Здесь также стоит отличный
компас RM300. Ну, вы его уже, наверное, знаете по моим видео, если смотрели видео по сборке Ексы, я там от компании Matek ставил GPS M10 с компасом RM300, и этот компас отлично просто работает, обеспечивает отличную производительность. И вот здесь именно такой и стоит, в отличие от обычного 8310, который стоит в F9P модуле. То есть именно вот эта штука от SIY идеально подходит для использования на дроне и закрывает вопросы как навигации с помощью позиционирования спутникового, так и навигации по компасу. Ну и теперь традиционно давайте взвесим данный модуль. Он на самом деле еще легче, чем модуль F9P. Он весит всего лишь 23 грамма, при том, что модуль F9P весит 30 грамм. Ну, понятное дело, это все для больших дронов абсолютной мелочи, но, тем не менее, с более широкими возможностями модуль оказался даже легче. Он не только легче, но и, как вы уже заметили, меньше. У него, соответственно, 31 мм ширина, при длине 40 мм. И толщина 15 миллиметров. Он меньше, чем F9P. В принципе, его, я думаю, можно даже и на какую-то стойку поставить, но на самом деле в этом необходимости нет, потому что компас RM300 настолько точный, что даже нахождение его вблизи где-то там силовых каких-то линий питания не сильно влияет на показания. Ну, я, по крайней мере, этого вообще не заметил, поэтому выноса какого-то особого, как в традиционных компасах и GPS, оснащенных традиционными компасами, не требуется. Вот такой вот модуль от компании SIY с идеальными, на мой взгляд, техническими характеристиками. Ну и сейчас я установлю его на свою новую Ексу, которая собирается потихоньку в процессе. И дальше, конечно, в рамках этого видео, в рамках этого обзора я покажу, как летает дрон, оснащенный только данным всего лишь одним вот этим модулем, как он позиционируется, как он приземляется, я думаю, смогу показать. Ну и сделаем традиционно небольшие выводы. Итак, переходим к установке РТК модуля UM982. Дрон уже практически готов на этом этапе. И, по сути, это уже финальная часть, финальная деталь. Устанавливать я его буду спереди по центру, ну вот примерно где-то вот здесь. Не забываем, что здесь находится компас RM300, который будет основным на данном дроне. Ну и, конечно, за счет двух антенн этот РТК обеспечит работу еще и виртуального компаса. Подключать данный компас я буду в основной 10-пиновый порт GPS, который имеется на полетнике N7, ввиду того, что вот эти порты уже заняты. Все дело в том, что ему здесь требуется не только обычный UART, но еще и шина I2C для компаса, и поэтому нужно будет использовать либо этот порт, но так как они заняты, переключать на Serial 6 я не стал, поэтому я воспользуюсь 10-пиновым разъемом вот этим, но если мы воспользуемся этим разъемом, мы потеряем функционал пищалки, бузера, а также светодиода статусного. Но если со статусным индикатором еще можно как-то смириться, то без бузера, никуда. Но есть выход, просто берем обычный бузер для Arduino и подключаем его на один из AUX выходов автопилота. Я не рекомендую задействовать main out, то есть все вот эти 8 контактов, которые у нас подключены напрямую к второму сопроцессору. Мы подключаем лучше и этот бузер к одному из 5 контактов, который напрямую подключен к основному процессору. И также обратите внимание, что они там все разбиты на группы, поэтому лучше всего подключать в контакт, который у нас отдельный, вне каких-либо групп. Это, как правило, бывает последний контакт, поэтому я возьму вот этот 5-й контакт, он по даташиту как раз-таки в отдельной группе находится. Но это сделано для того, что мы сейчас в Ардупилоте будем вводить команду, которая назначит на этот PWM выход, он 13-й, функцию пищалки. И если вы, допустим, назначите эту функцию на один из контактов, который относится к моторам, например, а у вас там протокол D-Shot, то это все работать не будет. Если у вас нет возможности посмотреть точный даташит, как по группам у вас разбиты контакты в вашем автополетном контроллере, то просто вставляйте в самый последний AUX выход, не ошибетесь.
Ну и после того, как вы все правильно сделаете, то у вас эта пищалка заработает. Причем в полифоническом, ну вернее мультитональном режиме. И теперь можно со спокойной совестью переходить к установке РТК. Как я ранее показывал, установка элементарна, особенно если вы используете автопилот от SiWi, где есть все необходимые кабели. Просто вставляйте в первый UART i2C, да, чтобы у вас данные компаса шли, и, соответственно, ответную часть в 10-пиновый разъем. Все, модуль уже подключен, осталось еще антенки воткнуть. Ну, с пигтейлами все просто, они просто прикручиваются в штатное отверстие на майораме, ну, либо вы можете просверлить 7-миллиметровое отверстие на своей. Но обращайте внимание, что для использования функции виртуального компаса расстояние между антеннами должно быть не менее 30 сантиметров. Как я говорил в одном из своих прошлых видео, это обусловлено длиной волны навигационного радиосигнала, поэтому расстояние между антеннами должно быть больше, чем длина этой волны, для того, чтобы приемники смогли перейти в фазовый режим. У меня благодаря большой центральной части расстояние получилось даже чуть больше, порядка 33 где-то сантиметров, поэтому такая вот установка допустима. Остается приклеить на двухсторонний скотч сам модуль и подключить пигтейлы антенн. Ну а теперь давайте перейдем к настройке данного модуля в Ардупилоте. Итак, начинаем настройку RTK от Unicore UM982 в исполнении SiWi. И первое, с чего нужно начать, это, конечно же, разрешить Ардупилоту использовать данный GPS для расчета курса. И за это у нас отвечает параметр EK3 Source YAP. То есть мы здесь выбираем источник курса. И по умолчанию у нас стоит всегда компас. И мы можем задать либо GPS с резервированием по компасу. И именно вот этот пункт нам надо выбрать. То есть стоит понимать, что у нас курс будет рассчитываться с помощью GNSS приемника и двух антенн. И только в случае пропадания GPS сигнала у нас будет Ардупилот переходить на использование обычного магнитного компаса. Далее нам нужно настроить тип GNSS приемника. А вообще все написано очень подробно в инструкции с использованием также информации с сайта Ардупилот. Нам предлагается задать для Unicore подвижной базовой линии, то есть когда вот эта вот базовая линия, расстояние между первой и второй GPS антенной будет находиться на ровере, да, и двигаться вместе с ним. Мы задаем тип 25 для этого режима. Именно этот режим нужен для активации функции виртуального компаса. Если вы не хотите использовать функцию виртуального компаса, то вы просто устанавливаете GPS-1 тип 24 и, в принципе, далее вам больше ничего настраивать не нужно. Я задаю параметр 25, и мне нужно перезагрузить полетный контроллер. Далее необходимо задать тип подвижной базовой линии. Будет ли у нас использоваться отдельно альтернативный GPS-источник, или мы будем использовать одну и ту же базу. Мы будем использовать одну и ту же базу, поэтому выставляем здесь параметр 1. Также требуется перезагрузка, потому что после этого параметра у нас дополнительные параметры сейчас появятся. Далее, так как мы обозначили автопилоту тип подвижной базовой линии, то, что у нас все это разделено на две антенны и к одному GNSS приемнику подключено, нам нужно задать смещение вторичной антенны. Для модуля UM982 вторичной антенной у нас будет антенна, подключенная во второй антенный разъем. Первый антенный разъем у нас справа, второй антенный разъем слева. То есть антенны подключены строго по этим разъемам. То есть вот эта антенна у нас является главной. И, к слову, только она работает в диапазоне L5. А вот это работает в диапазоне только L1 и L2. А это еще и в L5. И вот получается, что нам нужно задать смещение вот этой второй антенны относительно первой по трем осям. По высоте, а также левее, правее она впереди или сзади стоит.
Мне повезло, у меня они стоят на одной высоте. Ну, в нормальной такой обычной установке они, по идее, все должны на одной высоте стоять, а смещение относительно друг друга, в общем-то, только по оси Y получается у меня здесь. Поэтому я замеряю расстояние между антеннами, у меня получилось 33 сантиметра. И руководствуюсь вот этой картинкой, то есть у нас здесь X вперед идет в плюс, Y вправо идет тоже в плюс, назад X у нас идет в минус. А по Z у нас, получается, вверх идет в минус, а вниз идет в плюс. У меня вторая антенна смещена по Y на минус 33 сантиметра. У нас значение здесь в метрах, поэтому записываем 33. Но на самом деле у меня 33,5, поэтому я ставлю 335. Ну и последний параметр, который нужно задать, это смещение главной антенны относительно полетного контроллера. То есть вот это расстояние. У меня полетный контроллер расположен по центру, его ИМУ находится чуть-чуть впереди, где-то вот здесь. И, соответственно, мне нужно измерить, ну, у меня получается по X здесь в плюс, может быть, на пару сантиметров выше я задам. И, может быть, чуть-чуть там на пару сантиметров назад. Вообще, на самом деле, вот это смещение антенны GPS относительно полетного контроллера рекомендуется устанавливать, даже если у вас обычные GNSS приемники, там типа M8N, M9N, M10 и так далее. Вот такие вот значения у меня получились. Я их записываю в полетный контроллер. И на этом все, в принципе, настройка РТК завершена. И теперь ArduPilot будет использовать данные курса, вычисленные путем измерения положения вот этих вот двух антенн, очень точного измерения, потому что здесь субсантиметровая точность уже будет. И вот относительно положения этих двух антенн он сможет рассчитывать верный курс. А в случае пропадания GNSS-сигнала, что сейчас, к сожалению, не редкость, он будет переходить на работу по компасу RM300. Ну что ж, а сейчас давайте уже взлетим и проверим работу данной системы, как возвращается дрон, как садится и все его функции. Итак, ну и небольшие тесты данной системы позиционирования ориентации, системы с поддержкой РТК. Я сейчас проведу просто небольшой тест, показав вам, что все как бы правильно настроено и работает. В первую очередь это, конечно же, тест ориентации. Правильно ли мы настроили смещение антенн и будет ли теперь дрон держать позицию и держать курс без компасов, только по этой системе навигации UM982. Я вот на самом деле этот тест хотел еще показать на прошлом дроне в обзоре на систему F9P, но как-то забыл. Но вот сейчас исправляюсь и показываю. И в общем-то все, что вы сейчас увидите, то же самое применимо и к настройке двух модулей F9P, которые я показывал в прошлом обзоре на них. Итак, я отключил компасы. Видите, вот здесь вот снял галочку «Использовать компас RM300», «Использовать встроенный компас AST8310». То есть они сейчас системой ArduPilot не используются. И сейчас я вот армлю в режиме Loiter. И смотрим, как он полетит. Взлетаю. И как видим, все в порядке. Без проблем держит позицию в лойтер режиме. Сейчас я его покручу по YAV. Без проблем. Все работает. Ничего нигде не смещается. Ну, по YAV у меня пиды не совсем хорошо настроены. Плюс сейчас еще ветер сильный подул. Поэтому он по YAV немножечко с возвратом идет. Но курс-то он держит, самое главное. Вот, и держит позицию. Сейчас давайте я чуть-чуть куда-нибудь вот сюда отлечу. Посмотрим, как он здесь будет держать позицию. Без компаса, напомню. И сейчас отлечу вот сюда. И также без компаса. Не унитазит, четко висит. Небольшой тест позиционирования. Как видите, вот сейчас вот небольшая высота у него. И я вот просто одним правым стиком полетаю сейчас, чтобы показать, насколько он точно удерживает и безопасно летать
на дроне, даже таком большом, да, в относительно маленьком пространстве. Но благодаря системе UM982 дрон отлично позиционируется, и вы можете безопасно летать на нем. Вот так вот летает дрон без компаса. На одной только системе GPS. Но, конечно же, если у вас пропадет сигнал GPS и компасы не будут активированы в системе, Ардупилот словит у вас ошибку по EKF, не сможет поддерживать позиционирование и перейдет дальше. Уже надо смотреть настройку EKF Failsafe. Да, обычно он переходит в режим Land, либо вы можете настроить его на переход в удержание высоты. Ну, а лучше всего включить, конечно же, магнитные сенсоры, которые на борту хорошие. Есть RM300 на борту этого же UM982 модуля от компании SiWi. И тогда у вас точно никаких проблем с курсом не будет. В общем-то, все настроено правильно. Ну и теперь, я не знаю, давайте еще в качестве завершения проведем тест позиционирования. Вот так же, как я делал в прошлом обзоре на модуль F9P. Я вот сейчас вот поставлю здесь примерно на расстоянии 15 сантиметров вот такие кирпичики, чтобы мы понимали, где у нас находится дрон. Вот. И сейчас одним кадром я взлечу и включу возврат домой. И посмотрим, с какой точностью он сядет на этих модулях. Давайте проверим. Так, дрон взлетел. Сейчас я его немножечко отправлю в сторонку. Так. И включу возврат домой. Возврат домой включен, он поднимается. Так, и сейчас уже выравнивается на точку. Идет на посадку. Смотрим, насколько точно сядет, посмотрим. Дует ветер, дрон большой, возможно смещение. Ну, смотрите, довольно-таки неплохо. Он немножечко отклонился, буквально там на 10 сантиметров вот сюда. И в целом сел довольно точно на свое место. Итак, ну и еще разочек. Одним кадром. Взлетаем. Так. Сейчас отклоняемся. И снова возврат домой. Набирает высоту, позиционируется, выжидает. И посадка. Смотрим. Смотрим. Ну, как видим, снова неплохой результат. Здесь прям идеально, а здесь он чуть-чуть сместился назад, буквально там на 5-7 сантиметров. И это, я вам напомню, без РТК. То есть никакая внешняя базовая станция не подключена. Все работает просто вот в стоке. Установили, настроили, и дрон у вас теперь обладает вот такими возможностями позиционирования. Что ж, ну, пожалуй, наверное, это все, что я сейчас могу провести по тестированию. Давайте сейчас подведем небольшие итоги и сделаем выводы. Что ж, ну, система UM982 от компании SiWi ожидаемо меня порадовала, потому что как только я увидел этот модуль и прочитал характеристики, я понял, это прям вот то, что нужно рядовому пользователю, вот если он не планирует какими-то геодезическими изысканиями заниматься, да, нет упора у него в режим РТК, а просто он хочет обеспечить хорошую навигацию на своем дроне без проблем, чтобы у него работал компас, то вот это решение просто идеально. Один модуль, две антенны,
и полный спектр возможностей. Ну и, конечно, при желании вы можете подключить вот этот модуль от компании SiWi F9P и использовать функцию RTK на этом дроне, на дроне, оснащенный с этой системой. Я рекомендую вам приобрести сразу вот такой вот комплект от компании SiWi F9P RTK, и вы можете использовать без проблем данный модуль с вот этой наземной станции RTK. Как подключить наземную станцию и перевести этот модуль в режим RTK, это все я показывал в прошлом обзоре на модуле F9P. Абсолютно все идентично, те же действия выполняете и с этим модулем. Ну а в остальном теперь, в принципе, ставить два F9P модуля на дрон для организации подвижной базовой линии, наверное, нет. Проще купить один вот этот вот UM982, тем более он с хорошим компасом RM300. Вот такой вот обзор получился у меня на этот модуль. Я думаю, что еще много интересного выйдет в скором времени на этом канале, поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Пока!